Столица Республики Беларусь, а по совместительству также самый крупный город страны Минск, разделяется на 9 районов, у каждого из которых есть свои неповторимые особенности. В чем же так уникальность каждого из этих районов? В этом видео мы с этим разберемся. А начнем мы, пожалуй, с самого крупного по размерам и по населению района Минска Фрунзенского. Начнем мы со статистики, а она в этом районе очень даже увлекательная. Население Фрунзенского района составляет 470,5 тысяч человек, а увлекательность этой статистики заключается в том, что 470,5 тысяч человек, точнее больше этой цифры, проживает лишь в двух городах Беларуси. Ну, логично, что в Минске и еще в Гомеле, то есть фактически Фрунзенский район, если бы он был отдельным городом, он бы был третьим по населению во всей Беларуси. По площади Фрунзенский район занимает 43 километра квадратных, это примерно 1/8 часть от всей площади Минска. Основные магистрали тут это улица Притыцкого, Матусевича, Максима Горецкого, проспект Пушкина и Кальварийская. И станции метро здесь не особо густо, но это в общем-то не проблема, но об этом будет позже. Здесь расположились Молодежная, Пушкинская, Спортивная, Кунцевщина и Каменная Горка. Кстати, так вышло, что Фрунзенский район это мой родной район, соответственно, я про него смогу больше рассказать. И еще так вышло, что я очень люблю велосипед, и в этом видео также будет затрагиваться велоинфраструктура всех районов, хотя в дальнейшем я планирую про это еще отдельное видео сделать. В принципе, Фрунзенский район является преимущественно спальным, а тут и такое большое население. Здесь также находится самый крупный микрорайон в Беларуси, Каменная Горка или еще Каменка, как ее называют. И еще тут находится ряд более мелких микрорайонов, но тоже довольно внушительных по размерам, по типу Кунцевщины, Красного Бора, Запада и многих других. Если говорить за велоинфраструктуру в Фрунзенском районе, то ее просто нет. В принципе, проблем тоже нет, потому что, тут нет особо таких проблем, где просто бы не было тротуара, хотя на улице Тимирязева это довольно часто встречается. Точнее, вдоль всей улицы Тимирязева нет вообще нигде тротуара. Но и о безбарьерной среде какой-то не приходится говорить. Вот я сейчас еду по велодорожке. Но это нельзя назвать велодорожкой, потому что линию прочертить это не велодорожка, уж точно. И тем более, людям это не мешает. Я немножко ошибся, во-первых, улица Тимирязева это уже центральный район, а во-вторых, я как-то резко переключил тему с безбарьерной среды на велодорожке. Вернусь к безбарьерной среде. Безбарьерной среды действительно нет ни во Фрунзенском районе, ни в любом другом районе Минска. Мне кажется, ни в любом другом городе какой-нибудь постсоветской страны. Постсоветское пространство точно не для инвалидов. Естественно, у меня нет никакого специального образования, и рассуждаю я исключительно с позиции активного пешехода-велосипедиста, который очень-очень часто передвигается по городу. Перейдем также к очень важной теме, это тема жилья. Жилье во Фрунзенском районе стоит столько же примерно, как в среднем по Минску, это $1250 за квадрат. Может варьироваться цена в зависимости от места расположения квартиры или от того, сколько комнат в квартире. А подробную статистику по всем районам вы можете найти в описании. Сейчас на экране вы можете посмотреть, как выглядел этот район 40 лет назад. Можно заметить, что не было всей западной части района, была только восточная, а всякие микрорайоны по типу Каменной Горки оставались лишь небольшими поселками за чертой Минска. Во Фрунзенском районе есть 3 крупных парка. Это парк имени Уга Чавеса, 60-летие Октября и Медвежина. На самом деле, первый из этих парков больше похож на какую-то незастроенную просто территорию. Да, там на лицевой части постелили асфальт, поставили детскую площадку, но сам парк гораздо больше этой лицевой части и в большинстве своем составляет бурьяно незастроенную территорию. 2 остальных парка, 60-летие Октября, просто парк, где есть скамейки, там раньше был парк аттракционов, его ставили на лето, сейчас там ничего нет, просто посидеть можно, парк как парк. Можно покормить еще уточек. В Медвежино все получше, действительно такая зеленая прям зона, можно сказать даже лес, и вот на том же велосипеде по оффроуду покататься неплохо будет. В принципе, если подытожить то, что себя в общем представляет Фрунзенский район, это обычный спальный район на окраине города, любой, наверное, постсоветской страны, любого постсоветского города. Да, он будет немного получше, на самом деле, чем многие другие районы в других странах, потому что здесь и транспорт хорошо развит, поэтому тут и не нужны новые, собственно, станции метро, потому что район и так очень даже хорошо покрыт общественным транспортом, за исключением нескольких участков. Ну а так, обычный спальный район, обычные многоэтажки панельные, ничем не уникальные тут.
Тем временем у нас остается еще целых 8 районов. Конечно, уже ни один район по размерам и по населению не сравнится со Фрунзенским, но по достопримечательностям и всяким интересным местам вполне даже может сравниться. И давайте пойдем на север и перейдем, наверное, к самому интересному району. Это будет центральный район города Минска. Статистика здесь, конечно, не такая уж и занимательная, как во Фрунзенском районе. Население здесь гораздо меньше, 126 тысяч человек, площадь 22 километра квадратных. Основные магистрали, в принципе, тут основные магистрали идут всего Минска даже, потому что, ну, центральный район как бы в центре находится, логично. Проспекты Независимости и Победителей, Червякова, Орловская, Богдановича. И станции метро здесь, на самом деле, их побольше, но от этого особо никакого толка нет, потому что они примерно все скучкованы в одном месте. Октябрьская, Площадь Победы, Фрунзенская, Немига, Купаловская и станция новой третьей линии метро Юбилейная площадь. Сразу же скажу еще про недвижимость, она здесь самая дорогая в Минске. Средняя цена за квадратный метр жилья в центральном районе составляет $1500. Вот огромный плюс центрального района, то что здесь есть что делать просто. Вот что делать во Фрунзенском районе? В принципе ничего. Что делать в Первомайском районе? Ну, тут можно поспорить, можно что-то делать. Но что делать в Ленинском районе? Тем более ничего. Этот зоопарк, это вообще ужас. Что делать, я боюсь спросить, в Партизанском районе? Тоже ничего. В Заводском уж подавно. Ну, в центральном районе, потому что он так и называется центральный, весь движ, все ТЦ, все крутые парки, все крутые ЖК. Хотя тут можно поспорить, но все равно, типа, центральный район объективно самый передовой, но это и логично, потому что он центральный, блин. Вот да, как раз таки, если меня попросят описать центральный район города Минска какому-нибудь иногородцу, я ему так и скажу, что типа, как ты себе представляешь какой-нибудь стереотипный тусовочный центр европейской столицы, богатый такой, вот это и будет центральный район города Минска. Естественно, я сейчас говорю лишь про проспект Победителей и про проспект Независимости. Конечно, это является все-таки большей частью центрального района, но все-таки в центральном районе еще есть этот Долгиновский тракт, который идет там на север, все эти непонятные поля, Снянка, ну, естественно, это я уже не имею в виду под таким центром города, я имею в виду как раз-таки проспект Победителей, где очень много дорогих ЖК, очень много дорогих машин, очень много дорогих ресторанов, и самый центр города, да, где находится там Октябрьская, Немига и весь этот тусовочный центр. Собственно, да, это такой стереотипный прям центр европейской столицы. Также затронуть все знаковые места центрального района. Начну, пожалуй, с водохранилища Дрозды. Самое крупное водохранилище и, в принципе, самый крупный водный объект в границах Минска. Самая популярная набережная и самое популярное место у людей, которые хотят отдохнуть где-то возле воды. В принципе, зачет, крутые виды на закат и также очень крутые виды с домов, которые находятся напротив этого водохранилища. Конечно, нельзя упустить мега популярную Зыбицкую, наверное, самая популярная пешеходная улица в Минске, хотя она не полностью пешеходная, это странно, но все равно там отдает таким европейским шармом европейского города. Брусчатка, в принципе, уютно, круто. Правда, не понимаю, почему именно Зыбицкая, почему не революционная, почему не комсомольская, почему не интернациональная, почему именно Зыбицкая такая популярная. Ну ладно. Из торговых центров в центральном районе, наверное, самый популярный будет галерея, потому что, ну, в принципе, все остальные торговые центры довольно посредственные. Замок, Арена Сити, хотя в замке все-таки очень большое скопление премиальных брендов, но все равно галерея находится практически в самом центре Минска, поэтому она является самой популярной. Опять же, идем по часовой стрелке и заканчиваем уже с центральным районом и переходим к следующему району, это Советский район города Минска. Предлагаю побыстрее закончить с нудной статистикой. Советский район, его население 159,5 тысяч человек, площадь немного меньше, чем в центральном районе, 20 километров квадратных. Основные магистрали: проспект Независимости, улицы Богдановича, Веры Харужий, Якуба Колоса, Сурганова. И станции метро здесь вообще не густо, только Академия наук и Якуба Колоса, но здесь вскоре будет проходить новая третья линия метро. В
среднем квадратный метр жилья в советском районе Минска вам обойдется в $1400. Знаю, что такое прям уникальное, можно сказать, про советский район, чего бы не было ни в одном из других районов Минска. Разве что, типа, самый зеленый район и район, который лучше всего покрыт трамваем. Но минский трамвай такая сомнительная вещь, он и медленный, он и старый, он и плохо покрывает весь город, так что, ну не знаю, разве что Теснянка, еще до водохранилища, довольно популярное место. Просто обилие парков. Ну как парки? Просто зеленые зоны. Я не могу назвать парком ту территорию, которую просто не застроили. Ну, возможно, лесопарк. Это и является та территория, которую просто не успели освоить и застроить. Но это точно не парк. Давайте как-то ускоряться и переходить к следующему району, а это будет Первомайский район города Минска. Начнем, как обычно, со статистики. Первомайский район города Минска. Его население составляет 232 тысячи человек. Площадь 33 километра квадратных. Основные магистрали: проспект Независимости, улицы Якуба Колоса, Калиновская, Волгоградская, Академическая и Логойский тракт. Да, тут переплетаются немного улицы, но потому что по разную сторону улицы уже разные районы идут. Станции метро, здесь их очень много. Уручье, Борисовский тракт, Восток, Московская, парк Челюскинцев. Еще некоторые входы Якуба Колоса и Академии наук, но я решил их сюда не включать. Я бы назвал Первомайский район, наверное, самым интересным районом Минска, потому что там можно встретить реально буквально все. Вот эти высотки, которые возле станции метро Восток находятся с садами на крыше, и также новые дома по соседству с этими высотками. И буквально напротив этих высоток стоит новый район от Данны, новый квартал от Данны, Маяк Минска. Конечно, Маяк Минска далеко не самое лучшее, что может быть в Минске. С такими ценами за квадратуру вообще капец. Где квадратный метр спокойно может стоить 2000 евро, да не дай бог тут. Ну, в принципе, район приятный, он довольно тоже зеленый, много парков есть. Район выходит за МКАД, причем довольно прилично за МКАД выходит. Микрорайон Восточный, военный городок, который там находится. И причем там довольно хорошо все равно развит транспорт, там спокойно можно оттуда уехать довольно в быстром времени. Первомайский район, получается, это уже за МКАДом. Микрорайон Восточный, это как бы военный городок. Получается, самый край Минска, как бы есть и высотки, и старые дома. Ну, район в целом довольно странный, если не учитывать эти новостройки. Квадратный метр жилья в Первомайском районе Минска будет стоить в среднем $1430. Переходим к следующему району, а следующий район у нас Партизанский. Его население составляет 95,5 тысяч человек, площадь 64 километра квадратных. Но здесь есть одно но. Большая часть из этой площади не находится в пределах МКАДа и состоит из зеленых насаждений. То есть фактически жилая площадь в пределах МКАДа гораздо меньше, и поэтому фактически этот район не является самым большим. Хотя, конечно, на цифрах он таковым является. Основные магистрали тут это улица Радиальная, Филимонова, Паупшасова и Академическая. Станции метро здесь только две: тракторный завод и площадь Победы. Что я могу сказать про Партизанский район Минска? Да, наверное, ничего, потому что тут особо нечего сказать. Район на большую часть состоит из каких-то промышленных зон, предприятий. И, в принципе, он довольно серый и невзрачный. Поэтому я не вижу смысла тут зацикливаться. Сорян, жители Партизанского района. Ну, реально, у вас в районе нечего делать. Как бы только если жить и на работу ходить вот на эти предприятия. Гулять там нигде не погуляешь. Так что да. Может, я чего-то не знаю, но... это мое мнение. Следующий район на очереди у нас Заводской. Его население составляет 234,5 тысяч человек. Площадь 58 километров квадратных. На самом деле разные данные тут, где написано 36, где 58. Как я понял, тут просто считается еще не освоенной территорией, как бы не застроенной ничем, просто зеленые поля. Ну да, если так считать, то он тоже больше Фрунзенского района. Основные магистрали здесь это Партизанский проспект, улица Плеханова, Ангарская, Кабушкина и Ташкентская. Из станции метро здесь расположилось 3 станции автозаводской линии: Могилевская, Автозаводская и Партизанская. Квадратный метр жилья здесь стоит еще меньше, чем в Партизанском районе Минска, в среднем $1100.
Что я могу сказать про заводской район Минска? В принципе, его название все отражает. Там находится один из самых крупных заводов Беларуси, Минский автомобильный завод, и, наверное, самый известный завод в Беларуси. Район, опять же, довольно серый, угрюмый. Я говорю, если что, не про ту часть районов всех, которые находятся в центре, там, со вторым кольцом, за первым. Я говорю больше о части, которая ближе к МКАДу, о окраине района. И район действительно довольно серый, угрюмый, криминальный. Мне кажется, Шабаны самый криминальный район города, точнее микрорайон города. Хотел бы я там жить, и лучше ли он по сравнению с Каменкой? Нет, не хотел бы, и точно не лучше. Сейчас я бы хотел ненадолго прерваться и взять комментарий про любимый район Минска у одного тоже довольно известного блогера урбанистического направления родом из Минска. Вітанки з канала Данеліус. При тим, що я жив у Московському районі, саме утульне місце Мінська, на мой особистий погляд, гэта район Киевского сквера. Чому? Тихо, пригожа, зеленый бульвар, троллейбусы, да і центр близько. І галоўнае, гэта квартальная забудова. Уся прастора паўночней Свіслачы і заходній праспекта Незалежнасці, на мою думку, гэта лепшыя месціны горада. Асмалоўка, Камароўка, вуліца Якуба Коласа. Зялёны луг с унікальнай воднай сістэмай і не толькі. Вельмі раю там пашпасыраваць, калі ёсць такая магчымасць. Следующий район это Ленинский, его население составляет 219,5 тысяч человек, площадь 26 километров квадратных. Да, здесь уже нет никаких зеленых зон, которые находятся за пределом МКАДа и всякой такой фигни, поэтому адекватная площадь. Основная магистраль тут это проспект Независимости, улица Маяковского, станция метро здесь Первомайская, Пролетарская, Купаловская, Октябрьская. Опять же, здесь небольшие проблемы, точнее непонятки с этими станциями метро, которые находятся в центре, потому что один выход может находиться в одном районе, второй выход в другом, и как бы какой-то район, поэтому так. Первая ассоциация, которая у меня возникает с Ленинским районом, это, наверное, Чижовка-арена и Минский зоопарк. Во-первых, там нет никакого метро, особо ближе к окраине, наряду, кстати, с Партизанским районом, поэтому я там очень редко бываю, потому что мне очень муторно выходить на какой-то станции метро, там садиться на какой-то автобус или троллейбус. Я лучше под землей понахожусь в благоприятной температуре и не буду себя нагружать. Да и, в принципе, что там делать в этом Ленинском районе? Кстати, в Партизанском тоже. Ну ладно. Минский зоопарк, вот хочу про него сказать. В принципе, я осуждаю все зоопарки в этом мире, потому что все зоопарки в этом мире это не больше, чем надругательство над животными. И что делать в зоопарке, я тоже никогда не понимал с самого детства, типа... О, животное за клеткой. И что мне с ним делать? Прикольно посмотрел. А чем оно отличается от картинок в интернете? В принципе, так про многое можно сказать, но все равно все зоопарки это надругательство над животными. А в Минском, тем более, некого особо даже посмотреть. Кстати, дельфинарий есть. Я там никогда не был, но может прикольно, не знаю. Тут уже судить не буду. Чижовка-арена. Что про нее можно сказать? Там особо обычному человеку нечего делать. Я как-то ездил туда поиграть в настольный теннис. Полчаса не мог найти вход, ну ладно. Что еще? Районы, ну, Серебрянка довольно, на самом деле, тоже огромный район. Точнее, микрорайон. Да и все, наверное. Что еще можно сказать про Ленинский район? Если вы захотите приобрести жилье рядом с Минским зоопарком, точнее, недалеко от него, вам это выйдет в среднем в $1250. Следующий район это Октябрьский район, его население составляет 158,5 тысяч человек, площадь 22 километра квадратных, основные магистрали улицы Московская, Чкалова, Казинца, Воронянского, Могилевская, Серова и Корженевского. Тут только две станции метро, Институт культуры и Ковальская Слобода. Октябрьский район сейчас в первую очередь это ожидание новой второй очереди третьей линии Минского метрополитена Зеленолужской. Здесь планируют открыть в октябре-ноябре 2023 года еще 3 станции. Очень сомневаюсь, что получится до этого момента, но все-таки может быть. Может такое чудо случиться. Из станций здесь расположится аэродромная, Неморшинский сад и Слуцкий гостиниц. Аэродромная будет находиться в самом Минскмере, а Слуцкий гостиниц уже, соответственно, ближе к Слуцкому направлению выезда из Минска.
Поскольку Минск-Мир очень быстрыми темпами застраивается, то я думаю, что в скором времени большую часть населения Октябрьского района составят как раз-таки жители Минск-Мира. Про Минск-Мир, я думаю, не надо говорить, жители Минска и так все поймут. Я не понимаю, почему тут даже какие-то споры есть, типа хорошее жилье или нет. Не может быть хорошим жилье, где на 1 квадратном километре спокойно может жить 30 тысяч человек. Также в Октябрьском районе располагается очень старый микрорайон Минска, один из самых, наверное, старых. Это Курасовщина. В принципе, сейчас Курасовщина — это практически полностью какое-то советское наследие и обычные брежневки. В Октябрьском районе из-за очень большого предложения на жилье благодаря Минск-Миру средняя цена квадратного метра варьируется около $1000. Дальше Московский район. Его население составляет 311 тысяч человек, а площадь 29 километров квадратных. Основные магистрали: проспект Дзержинского, улица Рафиева и проспект Газета «Звезда». Станции метро здесь это Малиновка, Петровщина, Михалова, Грушевка, площадь Ленина, Фрунзенская площадь, Франтишка Богушевича и Юбилейная площадь. Тут больше всего станций метро из всех районов Минска. Московский район очень контрастный в плане застройки. Тут есть как и новые районы вдоль проспекта Дзержинского, на Михалова, возле Грушевки, возле Малиновки. Также тут есть советское наследие вдоль проспекта Газета «Звезда», вдоль Рафиева, вдоль Громова и, в принципе, ближе к МКАДу. Здесь тоже довольно большое предложение на жилье, но оно тут будет куда получше по планировке, по инфраструктуре этого района и, в принципе, по качеству жилья, чем в том же Октябрьском районе. Район очень быстрыми темпами развивается, и скажу, что это очень даже неплохой район для выбора места жительства. За квадрат вы тут заплатите в среднем $1350. Ну что же, видео подходит к концу. Я понимаю, что, конечно, за 20 минут нельзя в подробностях рассказать про каждый район, но думаю, вкратце я это сделал. Каждый район действительно уникален, и некоторые районы прям очень контрастные встречаются. Если говорить про мое любимое минское место, то это, наверное, центр города, это Троицкое предместье, это также парк Дрозды. И, в принципе, я очень часто катаюсь на велосипеде, поэтому проспект Победителей, хоть и в плане пешеходной прогулки он будет не очень, но на велосипеде очень даже круто. Подписывайтесь на канал, скоро будут другие видео, я думаю, про велоинфраструктуру в Минске сниму. Думаю, еще, может, про другие города Беларуси будет. Всем удачи и всем пока.